Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на июнь 2024 года. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться. Итак, июнь, я бы так сказала, не будет для вас очень сложным месяцем. Не будет и месяцем, который заставит, я бы так сказала, потрудиться очень сильно, но есть соблазн залениться. Такая странная, да, забава для козерогов, потому что я скажу так, что в июне, в конце июня Сатурн будет разворачиваться. Это ваш главный управитель, он пойдет в ретроградное движение. И здесь, конечно же, даже его ретроградное движение будет делать ко всем козерогам секстиль в ваших транзитных картах. Поэтому здесь, конечно же, да, будут трудности, да, будут сложности, да, будут к концу месяца накатывать те вопросы, в которых необходимо разобраться с финансовой точки зрения, с профессиональной, естественной точки зрения. Для многих это будет, конечно же, повышение квалификации, профессионализма. И здесь, конечно же, не нужно это забывать. Но для козерогов, к какой вы привыкли все-таки манере действовать, для вас это будут, я бы так сказала, такие простые моменты. Даже если они вам на первый взгляд покажутся сложными, вы скажете: о боже, Женя, это очень сложно, как вообще можно назвать это халявой? Но, ребят, скажу, все-таки те моменты и события, которые будут с вами случаться, они будут все-таки с пометкой плюс. Да, конечно же, есть избранные, кто находится на развороте, на возвращении кармических узлов. Это те, кому 37, 38, 56, 57. У вас, конечно же, будут задачи посложнее, но они не будут нереализуемыми. Они лишь будут говорить о поднятии вашего профессионализма, что вам необходимо повышать свою планку. То есть, если вы до настоящего момента работали на обычной работе или были там обычным персонажем в какой-нибудь фирме, то сейчас вам необходимо в прямом таком смысле повышаться, то есть становиться либо начальником, либо главой, либо главным, то есть начать хоть немножечко проявлять свои профессиональные козерожьи качества. И это тот момент, который вам будет казаться: зачем, для чего, это же очень сложно, и так все очень сложно. Нет, ребят, основная базовая функция козерога, вообще в принципе как знака зодиака, это управление, да. Не просто организационные способности, уметь всех организовать, но еще и уметь всеми управлять, при этом проявляя свою абсолютную ответственность. И здесь, конечно же, мои дорогие, вы скажете: ну и так же хватает всего, и также столько дел, столько мероприятий, в которых нужно участвовать, и еще вот здесь плюшки привалили. Но скажу так, в момент новолуния к 6 июня эти вопросы, моменты уже как раз-таки будут проявляться. До этого момента будет еще такая, я бы так сказала, еще первая неделька весны возможностей длится, будут оттягиваться эти прекрасные моменты, будет немножко такая чувствоваться энергия халявки. А потом, ребят, давайте поднимайте, как раз-таки эмоции, энергии будут накатывать, но по чуть-чуть. Как раз-таки движение кармических узлов по Весовско-Овновской оси, да, как раз таки буду делать квадратуру, еще все-таки делают квадратуру к козерогам. И здесь моменты, которые будут, даже они кармически в вашей жизни случаться, они нацелены на то, для того, чтобы вас поднять ваш профессиональный статус, ваши навыки, то есть организовать вам карьерный рост. И здесь, конечно же, если вы будете пасовать перед обстоятельствами, тогда эти обстоятельствами, ну, тогда в какой-то момент уже больше не будет таких легких обстоятельств. И если вы, конечно, сейчас в возрасте 37-38 лет, тогда в возрасте 40-42 будет тяжело. Ну, там с тире, да, 40, 41, 42, а потом 43, 44. Когда жизнь резко заставляет двигаться, но там уже не кармические узлы как бы так по-доброму помогают, а там уже, конечно же, сначала Плутон, потом Уран, ну так по силе, да. Здесь, ребят, просто это основные жизненные циклы, когда нас заставляют быть тем, кем мы рождены быть. И здесь, да, дорогие козероги, необходимо подниматься и расти.
нормальная такая история ваша по жизни, а особенно если ваше Солнце в натальной карте находится в первом доме, то вы должны быть, конечно же, звездой. Если Солнце находится у вас во втором доме, то у вас должно быть много денег. Если у вас Солнце находится в шестом доме, то да, вам нужно пахать, быть как минимум управленцем, чтобы у вас было тоже много денег. Но если же Солнце в вашей натальной карте находится в 10 доме, тогда здесь без управления просто вообще никак. Поэтому если вы знаете свою натальную карту, это прекрасно. Если вы не знаете, пожалуйста, до 6 июня спеццены на натальные карты, годовые прогнозы. Буду рада всех видеть, конечно, кого успею записать. Так вот, ребят, это основные такие дома, которые очень сильно влияют на наше самоопределение по жизни. Для козерогов это очень важно. Первый дом сам по себе он очень важен, как асцендент, да, самомнение, кто мы, как мы в этом мире живем и как мы себя ощущаем. Второй, шестой, 10 дома, если у вас Солнце находится в этих домах, то естественно это денежные дома в натальных картах. А Козерог это прямой, я бы так сказала, прототип знака зодиака, денежного, устойчивого в своем социальном статусе. Человек, который умеет руководить, человек, который может направить других людей. Не потому, что все хотят стать руководителями. Нет, кому-то вообще есть знаки зодиака, кто вообще не хочет управлять. И им нормально вообще в другом месте. А Козерогам необходимо управлять. Конечно же, если у вас находится Солнце в воздушных домах, это 3, 7, 11, тогда вам, конечно же, необходимо, чтобы у вас был большой поток клиентов, большой поток друзей, знакомых, и на фоне этого вы будете, конечно же, зарабатывать свои финансы, деньги в том числе. Да? Если это у вас огненные дома, то здесь, конечно же, ребята, понимаете, что огненные дома, они тоже разные, и, конечно же, первый дом, он самый важный. Про него уже сказала, да, кто у нас, 5 дом, здесь, конечно же, особо сильно управлять не хочется, я бы так сказала, Козерожьему Солнцу, но вот, я бы так сказала, быть великим мудрецом, находящемуся Солнцу в 9 доме, да, в Козероге, управлять-то хочется умами, поэтому, ребят, понимайте, кто вы по жизни, самое главное и важное понимать, кто вы, для чего вы проходите определенный этап своей жизни, для чего вы к чему-то стремитесь, почему вы родились Козерогом. Ведь простые, вот если вы хотели выбрать себе жизнь попроще, надо было родиться раком, да, надо было родиться тельцом, как минимум, да, надо было родиться, сейчас меня если смотрят раки или тельцы, скажут, кто сказал, что наша жизнь простая? Конечно, если вы родились раком или тельцом, вы скажете, что вам тоже сложно, потому что в принципе, каждый родившийся под своим знаком зодиака выполняет свои задачи, идет по жизни с таким ощущением, что почему у меня столько трудностей и сложностей. Ну, потому что у львов свои проблемы, у раков свои проблемы, а у козерогов очень глобальные, высокие проблемы. Поэтому здесь, ребят, конечно же, понимайте. Главное понимать, кто вы, для чего вы, что да, кораблю безопаснее в порту, но он не для этого строился. Именно про это знак зодиака Козерог. В конце ролика прикреплю большое часовое видео про Козерог. Там постаралась максимально компактно, но больше часа получилось, ребят. Поэтому, если захотите посмотреть все про Козерогов, наливайте себе что-нибудь вкусненькое для того, чтобы часок пролетел на одном дыхании. Итак, июнь будет месяцем, который будет вас выводить из себя, из такого из простых ситуаций поднимать повыше. Первая половина месяца будет попроще, вторая половина месяца будет уже такой с эмоциональной окраской, поэтому здесь, конечно же, понимаете, что если эмоциональная окраска началась очень яркая, тогда вас действительно это задевает. Признайте себе в этом и начните работать туда, где вы действительно хотите. На самом деле июнь создан для того, чтобы вы понимали, кто вы, потому что 30 июня разворачивается ваш мощный управитель Сатурн, и в июле те вопросики, которые вы не захотели смотреть в июне, уже будут не так красиво разбираться в июле. Вообще скажу такой небольшой спойлер, да,
про трехмесячное видео на лето, что лето не будет простым, хотя так захочется, чтобы оно было простым, но нет, ребят, летом необходимо потрудиться для того, чтобы осень прошла очень продуктивной. Поэтому я бы так сказала, плюшками не запасайтесь, запасайтесь терпением. Ну, у вас на самом-то деле Сатурн будет давать, ваш же управитель будет давать, ну, такие классные аспекты к вашим транзитным картам, поэтому здесь не будет этих сложностей. Кого-то даже наоборот расслабит, и вы скажете, блин, халява-то какая, чего так легко-то все было. Но я надеюсь, что в июне вы примете те самые моменты для себя, которые вы не хотели принимать и видеть ранее. Конечно же, хорошо, когда это происходит в таких легких каких-то ситуациях, когда все в жизни текет само собой, но очень часто нам эти моменты приходится отстаивать своей ответственностью, своим кропотливым трудом и своим старанием. Это не есть плохо, ребят. Для Козерога это только проявление характера. Как говорится, когда заканчиваются силы, включается характер, включайте характер. Он у вас классный, он у вас рабочий, он у вас как раз-таки нацелен на то, что необходимо. Что касается личной жизни, да, личная жизнь, конечно же, в такие моменты она будет немножко подвисать в личной жизни. В июне необходимо, я бы так сказала, выработать чуточку терпения, потому что захочется в личной жизни начать проявлять, я бы так сказала, все свои профессиональные качества. Оставьте для дома, для любимых обнимашки. Сложное время ходить на свидания, встречаться, гулять, хотя я бы наоборот посоветовала это сделать. Я бы наоборот посоветовала заняться теми вопросами, которым вы раньше не уделяли внимания, потому что когда у Козерогов идет карьера вверх, то, как правило, и личная жизнь, и семейная, она тоже начинает устаканиваться, потому что это такой, знаете, весы баланса для Козерога. Но если профессиональная карьера не идет вверх, то и личной жизни не будет. Ребят, вы спросите, почему это всегда все вместе, почему не может сначала одно, потом другое? Ну, это вот такой баланс. У вас всю жизнь будет такой вопрос стоять перед вами, личная жизнь или карьера. И выбирая что-то одно, карьеру, ну, потому что там проще, да, будет всегда провисать личная жизнь, и вам будет потом всегда на работе казаться, что зачем я вот выбрала только личную жизнь, особенно женщинам-козерогам сложно, потому что очень легко уходят женщины-козероги в карьеру, пашут, наращивают себе броню и потом просто не могут выстроить личную жизнь. Здесь, конечно же, необходимо включать теплоту своих душевных качеств, включать обнимашки, включать разговоры по душам и тому подобное. Очень знаю, каково это сложно раскрыть душу, когда ты пашешь, когда ты вот весь такой профессионализм у тебя везде, да, когда вот у тебя на работе, на карьере все классно и прет, и тут такой вопрос непонятный по личной жизни, откуда это вообще появилось, у меня на это вообще времени не было, а личная жизнь она берет и нарисовывается. Так возьмите ее и нарисуйте. Снимите вот этот тот самый джекпот, который вы раньше не рисковали брать, потому что для вас это такое классное комбо, когда у вас и работа, и личная жизнь, потому что, несмотря на то, что вы самый профессиональный знак зодиака, баланс он должен быть. Козерог без личной жизни, без семейных отношений, это, я бы так сказала, Козерог на одной ноге, потому что все должно быть в балансе. Это как у весов, да, мы любим партнерство, но все-таки свое «я» нам тоже необходимо. И здесь точно так же. Вот работа, карьера, социальный статус – это то, что вы, в принципе, идете туда по жизни. А теплая сторона души – это то, что все-таки необходимо развить и понять, почему вы оттуда так яростно бежите и почему у вас это не получается. И этот июнь как раз-таки про это. Легко будет получаться в профессиональной сфере, сложно будет получаться в личной жизни. Именно поэтому я и рекомендую делать упор и там, и там. Да, будет не идеально, но у кого из нас что-то получалось идеально? Ребята, идеального нет, мы поэтому пришли сюда, в этот мир, в эту жизнь для того, чтобы, ну да, совершать ошибки, извиняться,
а потом заново строить те самые мосты, которые разрушили, и понимать, зачем мы их разрушили, для того, чтобы не разрушать снова. Поэтому вот такой, я бы так сказала, как мне пишут, хороший расклад или плохой расклад, да, на июнь. Вот такие транзитные карты я загрузила, посмотрела, возможные варианты развития событий. Конечно же, понимаете, что все козероги разные, все родились в разное время, в разном месте. И здесь нужно же понимать, что, имея вашу дату, время и место рождения, я скажу вам именно про вас, а это общий все-таки гороскоп. Поэтому вот такой будет для вас июнь, дорогие мои любимые козероги. Я желаю вам и профессиональных, и личных успехов, потому что отсутствие личной жизни для вас складывается, я бы так сказала, гораздо трагичнее, чем отсутствие профессиональной сферы, потому что профессиональная сфера у вас складывается очень легко. Итак, дорогие мои, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Принимайте решения, не топчитесь на месте, выбирайте все. Вот хочется вам и то, почему нет? Обязательно выбирайте и личную жизнь, и работу. Да, будет сложно, но это и козерог. Для того у вас сложности в жизни есть, чтобы вас закалять. Поверьте, силы терпения у вас хватит на все. А Сатурн как раз-таки к вам благоприятно настроен и даст те самые силы. Ребят, спасибо, что были здесь. По классике в конце актуальные ролики, которые, если вы еще не смотрели, посмотрите. Через недельку, в течение недельки ждем большое видео на лето. Я бы так сказала, гороскоп на 3 месяца персонально для вас. И, конечно же, я желаю вам прекрасного месяца. Спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.